Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали и не раз, и с новым узорчиком. Сразу акцентирую ваше внимание, что узорчики все универсальные, поэтому выберите любую пряжу, пробуйте взять из любой пряжи, не только из такой, какой показываю я. Но я в свою очередь рассказываю о той пряже, которую буду сегодня применять в своем образце. Итак, ниточки называются Alize Angora Gold. Еще, конечно, у них есть продолжение. Они называются батик, потому что, видите, вот такого вот интересного окрашивания, переход цвета. Итак, здесь получается в 100 граммах 550 метров, но моточек уже, конечно, не 100 грамм. Уже провязали образцы. Далее, по составу, смотрите, что здесь. 80% акрил, 20% шерсть. И нам советует производитель брать крючок от 2 до 4, чтобы у нас все-все получилось. Сразу же назову цвет. Видите, Angora Gold Batik. Цвет 5698. Кого заинтересовали данные ниточки. Итак, я беру крючок номер 3. Я данную пряжу вязала крючком номер 3. Меня, в принципе, все устраивает, поэтому я беру крючок номер 3. Вы точно так же читаете аннотацию, инструкцию к своей пряже, подбираете крючок, чтобы у вас все-все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу, получается, 4 раппорта. Это будет 32 воздушные петельки и еще 3 петельки дополнительно, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итак, я буду набирать 35 воздушных петелек. Ну, а вы сколько вам удобно, да? Для начала делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее смотрите. Как и во многих узорчиках, да, особенно для новичков, рекомендую сделать вспомогательный ряд. Чтобы не запутаться в воздушных петельках, мы сделаем столбики, и в столбиках мы точно не запутаемся. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И вот так вот мы шагаем в каждую петельку нашей цепочки. Провязываем столбики с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков должно у вас получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть получается, если я набрала 35 воздушных петелек, у меня должно получиться 35 столбиков. Несложно, да? Но у вас может быть больше, меньше, сколько вы набрали изначально. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 столбиков я уже провязала. Давайте дальше до конца самостоятельно. Угу. И в конце ряда встречаемся. Я вам показываю дальше узорчик. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Далее смотрите, что мы делаем. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Дальше накид. В следующий столбик, который идет верхушка следующего столбика, провязываем столбик с накидом. Так, и следующий столбик точно так же провязываем столбиком с накидом. То есть, если считать 3 петельки подъема за столбик, у нас здесь получается 3 столбика с накидом. Далее, смотрите, делаем накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Повторяйте. Раз. Воздушная петелька. Сюда же опять вернулись и провязали столбик с накидом. То есть вот такая вот маленькая рогаточка. Далее, смотрите, накид. Опять сюда же провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И опять вернулись сюда же, столбик с накидом 2. То есть у нас получается здесь как бы 2 такие рогаточки формируют вот такой веерочек. Поняли, да? Здесь одна воздушная петелька и здесь одна воздушная петелька. Идем дальше. Накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два.
в третий столбик, провязываем столбик с накидом. Раз. Далее шагаем в следующий столбик. Столбик с накидом 2. И шагаем в следующий столбик. Столбик с накидом 3. Угу. Угу. Далее повторение. Итак, накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик провязываем 2 рогаточки. Итак, первая рогатка. Столбик с накидом, воздушная петелька. И возвращаемся сюда же. Столбик с накидом. Есть. Вторая рогаточка. Накид сюда же. Столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И сюда же вернулись, провязали столбик с накидом 2. Угу. Вот, 2 рогаточки. Сформировали веерочек. Опять пропускаем 2 столбика. Раз, два. И следующие 3 столбика провязываем как столбики с накидом. Не сложно? Раз, два, 3. И вот так вот мы повторяем на протяжении всего нашего ряда. 3 столбика, 2 рогаточки. 3 столбика, 2 рогаточки. 3 столбика, 2 рогаточки. 3 столбика, 2 рогаточки до конца вашего образца. Самостоятельно провяжите, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Несложно, давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши рогаточки, наши столбики и заканчиваем мы ряд точно так же, как и начинали. То есть получается 3 столбика. Раз, два я уже провязала столбика, накид. Третий столбик мы провязываем вот в третью петельку подъема. Все, несложно, несложно. Вот наш ряд закончен. Далее смотрите внимательно. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Теперь делаем накид. Смотрите, вот наши 2 столбика. Раз, два. Первый столбик, смотрите, как провязываем. Захватываем столбик вот таким вот образом, да, спереди назад. Столбик получается у нас за крючком. Вот так берем ниточку, вытягиваем и провязываем по 2 петельки. 2, 2. У нас получается рельефный изнаночный столбик с накидом. А следующий столбик, смотрите, накид провязываем. Захватываем столбик вот таким вот образом. Видите, у нас получается столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем точно так же 2 петельки. 2 петельки. Это рельефный лицевой столбик с накидом. То есть тот столбик у нас рельеф идет назад, а у этого столбика рельеф идет вперед. Далее, смотрите, делаем накид. Вот наша рогаточка, арочка. Ныряем в рогаточку и провязываем 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. И сюда же 4. Когда провязали 4 столбика, ниточку вот так подтягиваем и отпускаем. Сами возвращаемся к самому первому столбику. Вот так вот за верхушечку берем. Так, и крючком, получается, захватываем нашу петельку. И эту петельку провязываем, протягиваем через первый столбик. Получился вот такой вот попкорн, называется. Вот такой вот разновидность пышного столбика. Попкорн, бочоночек. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Перепрыгиваем к следующей арочке. Вот наша вторая рогаточка. Провязываем точно так же. 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. Точно так же. Потянули петельку, оставили. Сами вернулись к самому первому столбику. Вот, беремся за верхушку спереди назад. Далее берем нашу петельку, подтягиваем так на крючке. И эту петельку протягиваем через первый столбик. Оп. Угу. Вот такие вот 2 бочоночка, 2 попкорна получились. Далее смотрите внимательно, что делаем. Накид. 3 столбика у нас. Первый столбик провязываем как рельефный лицевой столбик с накидом. Так, захватили ниточку, провязали. Второй столбик провязываем как рельефный изнаночный. То есть по-другому захватываем столбик сзади крючка, вытянули ниточку, провязываем. И третий столбик опять у нас будет рельефный лицевой. Вот таким образом захватили, что столбик перед крючком и провязали рельефный лицевой столбик с накидом. Поняли? Вот такая картина должна получиться. Далее опять точно так же. Вот наши 2 рогаточки. Раз рогаточка, 2 рогаточка. В первую рогаточку провязываем наш попкорн. Раз, два,
3, 4. Петельку подтянули. Возвращаемся к самому первому столбику из 4. Беремся за верхушку. Петельку, получается, на крючок вот так вот подтягиваем и провязываем вот так вот. Угу. Несложно. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующую рогаточку ныряем. Точно так же провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Оставляем петельку, возвращаемся к первому столбику. Спереди назад вот так вот беремся за верхушку. Далее в петельку. Петельку затягиваем и протягиваем через первый столбик. Угу. Вот, и у вас получаются вот такие вот интересные бочоночки, вот такие вот попкорны. Дальше опять идут 3 столбика. 1, 2, 3. Помним, что первый и третий провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку. Провязываем 2 петельки, 2 петельки. Второй столбик будет рельефным изнаночным. Наоборот затем захватываем. Получается у нас столбик за крючком. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. И третий столбик точно так же. Рельефный, лицевой столбик с накидом. Все, несложно? Я думаю, что несложно. Все понятно, все доступно. Давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш попкорн готов. Так, и наши последние 3 столбика. Как мы их провязываем? Первый столбик точно так же рельефный лицевой. Второй рельефный изнаночный столбик с накидом. И третий столбик делаем накид. В третью петельку подъема ныряем. Так, и провязываем обычный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь мы сохраняем рельефность. Если у нас второй столбик был рельефным изнаночным, то здесь мы его провязываем рельефным лицевым. То есть захватываем вот таким вот образом. Получается, столбик у нас находится перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Далее, следующий у нас, получается, был рельефным лицевым. Чтобы сохранить рельефность, мы провязываем его рельефным изнаночным. То есть захватываем столбик вот таким вот образом. У нас столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Угу. Далее идет вот такая вот большая арочка из 3 воздушных петелек. Смотрите, делаем накид. Ныряем либо в арочку, да, либо, если позволяет зрение, пряжа, крючок, ныряем непосредственно в петельку. Я считаю, что так будет аккуратнее. То есть в самую центральную петельку, да, из 3 петелек ныряем. Сейчас захвачу именно 2, чтобы вот так, оп. И провязываем столбик с накидом. 1. Воздушная петелька. Вернулись опять сюда же. Столбик с накидом 2. У нас получилась вот такая рогаточка. Теперь опять же возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом 1. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. То есть, если внимательно посмотрите, то мы с вами повторяем точь-в-точь самый первый ряд. У нас точно так же были 3 столбика и 2 рогаточки. 3 столбика, 2 рогаточки. Угу. Далее перепрыгиваем, получается, к нашим столбикам. Да? Наши столбики, 3 столбика, они у нас, получается, провязывали мы лицевой, изнаночный, лицевой, да, столбики. Теперь, получается, они у нас будут наоборот. Изнаночный, лицевой, изнаночный. То есть вначале мы берем наш самый первый столбик. Оп, захватываем таким образом, что столбик за крючком. Вытянули ниточку, провязали. Столбик рельефный, изнаночный. Далее следующий у нас будет лицевой. Провязываем лицевой рельефный столбик. И третий опять изнаночный. Захватываем вот таким вот образом. Столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем рельефный столбик. Видите? Вот так это выглядит с этой стороны. Далее опять перепрыгиваем вот нашу арочку из 3 воздушных петелек. В самую центральную петельку я буду нырять. Вы можете прям в саму арочку нырять. Я хочу в петельку. Оп. Итак, столбик с накидом 1. Воздушная петелька. Сюда же. Столбик с накидом 2. Итак, первая рогаточка готова. Далее накид сюда же, столбик с накидом 1. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. То есть опять 2 рогаточки. Поняли, да?
И так вот шагаете до конца ряда. Самое главное вам здесь повторить рельефных столбики, чтобы они повторяли рельефность, да. Будет вначале изнаночный, лицевой, изнаночный. То здесь вы будете провязывать сейчас здесь изнаночный, лицевой, изнаночный. Потом опять в арочку провязываете 2 рогаточки. То есть повторяете самый первый ряд. Угу. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас все получится. Так, смотрите, вот мы провязали опять наши рогаточки. Выглядит как веерочки, да? И смотрите, последние, получается, 3 столбика, как мы провязываем. Вначале у нас идет рельефный изнаночный столбик, рельефный лицевой. А последний столбик мы делаем накид и провязываем в 3-ю петельку подъема, нырнули. И провязали просто обычный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь у нас наша задача повторить точь-в-точь наш второй ряд вот с этим попкорном. Так? Не забываем про наши столбики. Видите, уже как бы узорчик немножко вырисовывается и видно, что второй столбик у нас здесь будет рельефный, изнаночный. Мы его берем, захватываем как изнаночный столбик, провязываем. А 3-й столбик у нас, видите, четко видно, рельефный, лицевой. Вот мы его провязываем, получается, рельефным, лицевым столбиком с накидом. Помните, да? Дальше получается мы в первую арочку и во вторую арочку наших рогаточек провязываем попкорн. Угу. 1, 2, 3, 4. Оставляем петельку. Далее переключаемся на, получается, первый самый столбик. Беремся за верхушку, за петельку и протягиваем петельку через верхушку первого столбика. 3 воздушные петельки. И вторая наша арочка, наши рогаточки, точно так же провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Петельку подтянули, возвращаемся к нашему первому столбику, нырнули спереди назад, петельку захватили и протянули через первый столбик. Дальше смотрите, вот наши 3 столбика. 1, 2, 3. Четко видно, что первый и последний у нас идут рельефными лицевыми. Вот мы их точно так же и провязываем. То есть смотрим по узорчику. Рельефный лицевой столбик с накидом. Далее спрятался рельефный изнаночный столбик с накидом. И опять рельефный лицевой столбик с накидом. Угу. Все. Несложно. Узорчик представляет собой 2 ряда. Вот таким вот образом у вас будет расти. 2 ряда. В первом ряду вы делаете попкорн, во втором ряду вы делаете рогатки. Попкорн, рогатки, попкорн, рогатки. Увеличим наш образец. Я посмотрю, как будет меняться ниточка. Очень интересно, как она будет переходить в другой цвет, более светлый. Сюда я вам прикладываю схемку. Тот, кто умеет читать по схемкам, читайте, сами себя контролируйте. Так? Тот, кто не умеет читать по схемкам, вот вы сейчас провязали образец, да, если со мной, посмотрите схемку, вы увидите, где находятся обычные столбики, где рельефные столбики и какие рельефные столбики. И вы увидите, как отмечается попкорн. То есть несложно. Посмотрите обязательно, сами себя контролируйте, увеличиваем наш образец несколько рядочков и встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Все, давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Решила показать вам на темном фоне, чтобы было на контрасте лучше видно узорчик. Вот такая по итогу получается красота. Лицевая сторона, изнаночка. На изнаночке, видите, один получается лицевой рельефный столбик с накидом, который мы здесь провязывали изнаночным. Видите? Вот наши бочоночки. Все здорово, все классно. Не дождалась я перехода из темненького в светлый. То есть вот начало светлого, да. Потом он должен быть еще светлее и светлее, беленький. Но уже на следующий узорчик. Итак, в моем случае узорчик тянется вот так. И вот так. То есть практически не тянется. Пробуйте из своей пряжи, что у вас получится. Возможно, будет пряжа другая, узорчик будет тянуться. Так, перевернули наоборот. Видите, вот так наоборот выглядит узорчик. То есть экспериментируйте, пробуйте из любой пряжи. Летняя пряжа — это топики, маечки, да, демисезонная пряжа, шарфики, могут быть жилеточки, кофточки, кардиганчики. Зимняя пряжа, классные будут снуды. Тоже большие такие плотные, такие массивные кардиганы тоже будут классно смотреться, особенно рельефные столбики. Вяжите одним цветом, вяжите разными цветами, меланжевая ниточка вяжите, секционные пряжи вяжите. То есть пробуйте, не останавливайтесь на одном, так скажем, каком-то интересной пряже, а берите несколько. Давайте замерим. Итак, если я набирала, получается, 35 воздушных петель, то в моем случае, если
брать мою пряжу, мой крючок, мою плотность вязания, то у меня это получается, видите, вот 17 сантиметров. Здорово? Здорово. Тут получается у нас вот наши рогаточки и наши бубочки, да, получается 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10 и наборный ряд 11. Давайте здесь замерим, что получается здесь у нас. Смотрите, тоже 11 сантиметров, ну практически, да, 10,8. То есть как бы каждый ряд 1 сантиметр. Здорово, почему бы не здорово, да? Вот такая красота. Ну как вам? Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты, чтобы потом посмотреть в удобное для вас время. Угу. Что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.